Овны, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на сентябрь 2023 года. Мы с вами уже входим в осень, посмотрим, какие перемены вас ожидают, к чему вам нужно подготовиться, что необходимо запланировать, чтобы этот месяц для вас был ярким, продуктивным и максимально комфортным. Поэтому настраивайтесь на расклад, на получение информации. Если необходимо, можете себе делать какие-то пометки в свой ежедневник, чтобы не упустить важных моментов. И еще такое небольшое напоминание. Ребят, не у всех расклады отыгрываются по Солнцу. Если необходимо, смотрите по вашему асценденту, сопоставляйте, сравнивайте и делайте выводы. Как рассчитать ваш асцендент, ссылочку на это видео я оставлю также в первом закрепленном комментарии. Поэтому, кому актуально, смотрите и решайте для себя этот вопрос. Ну а мы с вами приступаем. Что же вас ожидает, Овны? Так, общие энергии месяца. Что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, вопросов личной жизни. Прям карта, ладно, открылась сама, но все равно оставим ее пока так, как есть. Прям просится информация, да? И рекомендации, да, на этот период. Начинаем. Общие энергии месяца. И у вас здесь ложится аркан Дурак. Ну что могу вам сказать? Это как новый этап, новый цикл, новое начало. Для большинства это начало может быть сопряжено с началом учебного года. Кто-то будет для себя получать дополнительное высшее образование, у кого-то дети, внуки пойдут в школу, кто-то может пойти на какие-то курсы, мастер-классы, повышение квалификации. Но в целом это период такого некого обновления. Несмотря на то, что некоторые планеты все-таки будут еще в ретроградном движении, это как попытки доработать, завершить что-то, знаете, как пересмотреть, чтобы входить в новый цикл. Поэтому здесь сами по себе энергии крайне замечательны. Конечно, они у вас будут выражаться для каждого из вас в разных сферах. Мы с вами посмотрим, так сказать, наиболее точечно, где же с вами будет созвучен аркан Дурак. И здесь ложится аркан Суд. Что мы здесь видим? Итак, для кого-то это действительно начать наново. Восстановиться в вузе, если вы в свое время брали академ отпуск или, ну как знать, может вы бросили эту специальность, теперь понимаете, что сглупили и захотите обновить, восстановить эти процессы. Дальше. У кого-то здесь будут решаться вопросы опекунства над детьми. То есть это могут быть как вопросы усыновления или удочерения, так и в целом распределение вопросов взаимодействия с детьми, если у кого-то шел здесь бракоразводный процесс. А в целом эти карты, которые говорят о желании повернуть ситуацию время вспять. Для кого-то восстановиться наново на прежней работе, у кого-то восстановить отношения из прошлого, для кого-то попробовать наново прежний стиль, который, допустим, вам импонировал. То есть это что-то, знаете, как все новое, это по сути хорошо забытое старое. Но и помимо всего прочего, это вопросы увеличения семьи, то есть это может быть новый член семьи, это может быть питомец, это может быть родственник, который к вам придет на некий период времени жить, в зависимости от ряда обстоятельств. Для кого-то это успешный и удачный переезд, начиная от новой квартиры, может быть новая вообще локация, новый регион, страна, новое место жительства, потому что здесь могут быть вопросы как новой родины. Дурак Суд – это на новом месте прирасти корнями. Но и в целом это покупка новых вещей для дома или в дом. И здесь это как успешная адаптация на новом месте. Поэтому здесь карты вам действительно благоволят. Смотрим вопросы работы. И здесь ложится аркан умеренность. Посмотрите, у вас прям один за одним 3 старших аркана. Зона комфорта, радости, ощущение благостного состояния. Когда наконец-то вы уже выруливаете все проблемы и относительно у вас все в балансе. Но я понимаю, что не может для каждого из вас в таком ключе отыграться карта, потому что все вы абсолютно разные, поэтому будем смотреть, сопоставлять, сравнивать для разных категорий населения, о чем же будет говорить этот аркан. В первую очередь мы с вами проанализируем ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. То есть, допустим, пенсионеры не работающие, мамы в декрете, домохозяйки или, возможно, не работающие студенты. То здесь, смотрите, по десятке чаш это быть на попечении членов семьи. У вас
Основная ваша работа — это есть забота о семье, это финансовая помощь и поддержка родственников. То есть вы будете включены непосредственно в эти процессы. И как следствие вам здесь будет не до поиска работы и трудоустройства, да и в целом, если мы посмотрим, в этом нет таковой потребности, потому что все ровно, комфортно, стабильно, и вам нет смысла здесь искать какой-то заработок. И если же вы у нас являетесь соискателем, то по 4 чаш могу сказать, что для вас ситуация останется без перемен. Почему? Потому что если смотреть по этим ситуациям, это максимум посещать собеседование, это рассылать свои резюме, но пока не получить ответа. А знаете почему? Потому что для многих вот эта вот дуада карт, которая легла для вас первой, может говорить о коренной смене сферы деятельности. То есть по принципу, вы раньше были бухгалтером, можете уйти в продажники, можете вообще уйти в сферу бьюти-индустрии и так далее. То есть это вне зависимости от того, чем вы сейчас занимаетесь, у вас может возникнуть потребность кардинальным образом поменять все в вашей жизни. Если рассматривать ситуацию для наемного персонала, что у вас здесь? А вот для наемного персонала 6 мечей — это активное движение вперед. Здесь может идти восстановление контактов, допустим, возвращается к вам в ваш отдел бывший коллега. Много, кстати, поездок, командировок, общения, сообщения. Вас могут перевести в новый отдел, в новый цех. То есть для вас это, по сути, не могу сказать, что это перспективы карьерного роста, но месяц легкий, потому что здесь все дается легко. Много общения, много, знаете, как задач, которые каким-то образом вас мотивируют и освежают. Есть какое-то стремление что-то менять в своей работе, к чему-то большему стремиться. Поэтому здесь сам по себе месяц очень такой перспективный, потому что умеренность и 6 мечей — это зона комфорта. То есть все дается вам легко. Если же анализировать ситуацию для тех, кто владеет собственным бизнесом, то здесь, конечно, 5 жезлов — это конкуренция, но конкуренция, которой вы выстоите, и по умеренности здесь будете спокойны. Почему? Потому что ваши товары, ваши услуги, то есть ваш продукт, он будет действительно таким главенствующим на рынке. Почему? Потому что дурак и суд в этом случае — это как сделать ребрендинг, что-то поменять, может быть, там изменить упаковку или по-новому скомпоновать продажу ваших услуг, то есть как новый подход. То есть то, что будет делать ваш продукт конкурентоспособным, и как следствие вы здесь получаете и баланс, и зону комфорта, и все ваши затраты на раскрутку, назову так, они здесь окупятся. Если будем смотреть с вами и анализировать сферу финансов сейчас. Посмотрим, что у вас здесь. 10 мечей. Вы скажете, как же так? По работе здесь все прекрасно, а вот здесь по финансам 10 мечей. Такого же не бывает. 10 мечей — это не всегда просто отток денег или нет денег. Это может быть ситуация очень-очень больших трат. Поэтому давайте посмотрим, о чем конкретно она здесь будет говорить. Это 10 мечей. О чем здесь идет речь? Король чаш — это траты. Причем, посмотрите, здесь король чаш, здесь король мечей. Это траты могут быть связаны с мужчиной, вашим родственникам, то есть либо вашим, скажем так, близким лицом. Почему? Потому что здесь нужна будет финансовая помощь и поддержка. И действительно это может потрясти ваши карманы. Неожиданно для вас, но тем не менее. Потому что если смотреть, это не то, что вы там дали в долг и потеряли деньги, или где-то, простите меня, эти деньги у вас горели, или вы остались не у дел. Нет, здесь абсолютно речь и ситуация о другом. Доходы-то у вас есть, но по 7 жезла вам придется решать не только свои финансовые вопросы, но и финансовые вопросы и задачи кого-то из своих близких. Это не обязательно может быть прямой родственник, это может быть просто человек из вашего окружения, то есть кумовья или, может быть, там двоюродные братья, сестры. Но здесь, как мы видим, нужна будет финансовая помощь и поддержка, которую вам нужно будет оказать. Если же смотреть вопросы вашего здоровья, здесь у нас рыцарь чаш. Карта, которая говорит о прекрасном состоянии, эмоциональном, ментальном, физическом. Более того, у вас такой будет некий эмоциональный подъем. Несмотря на то, что, казалось бы, осенью у многих хандра, упадок сил, но это не о вас, не для вас и не про вас в целом. Потому что ощущать себя здесь будете прекрасно, появится много сил, много энергии. И вы эту энергию не только будете сублимировать, да, но и активно вкладывать в те процессы, которые для вас являются наиболее значимыми. То, что идет по вопросу личной жизни, карта просилась сама, первая, аркан император.
Карта императора — это, как правило, контроль ситуации, контроль текущего положения вещей. И, естественно, она также для каждого из вас может говорить о своих нюансах. Поэтому давайте смотреть и раскрывать, что же здесь по факту. Для тех, кто у нас на текущем этапе свободен, что у вас здесь? У вас по рыцарю жезлов. Я могу сказать так, для девушек, как мы видим, это знакомство с мужчиной таким харизматичным, амбициозным, рьяным, потому что если смотреть по этим картам, это действительно инициатива, которая исходит от него, причем по аркану мир. Это в путешествии, то есть это может быть курортный роман, это может быть знакомство через интернет или в поездке. Если меня будут спрашивать мужчины, как же для вас здесь будут трактоваться эти карты, то здесь по аркану солнца это с вашей подачи. Вот кто-то вас так зацепит эмоционально, энергетически, очень понравится, ослепит, потому что по солнцу девушка, женщина будет очень яркая, та, которая цепляет внимание, цепляет своей энергетикой, то вы здесь будете активно проявляться по отношению к ней, даже несмотря на то, что, допустим, не собирались знакомиться. Если рассматривать ситуацию для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках, что же у вас здесь? У вас по пажу чаш. Укрепление отношений, эмоциональная связь, проявление чувственности, забота, романтика, желание порадовать чем-то друг друга. И тем самым это стабилизирует ваш союз, ваши взаимоотношения и их скрепляет. Если же смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных связях, а вот здесь по двойке монет, двойке пентаклей, ситуация баланса. Посмотрим, с чем она будет сопряжена и связана, потому что, как правило, эти карты, которые говорят о том, что нужно найти баланс между личной жизнью и карьерой. Да, потому что по тузу пентаклей, раз здесь такая острая ситуация, это найти баланс между вопросами заработка, потому что туз пентаклей — это не только вопросы нового начала, новых возможностей, а сделать так, чтобы вы максимально заработали. И найти баланс между вопросами личной жизни. В первую очередь, это, конечно же, будет актуально для мужчин, для девушек и женщин. Эти карты говорят о том, что вам нужно находить баланс и не сетовать, допустим, на супруга, если вам уделяет мало внимания, потому что все это делается ради увеличения дохода, ради увеличения заработка, новых возможностей. То есть это тоже благоприятно будет сказываться на вашем союзе и скреплять ваши взаимоотношения. Если мы с вами проанализируем рекомендации на этот период, как мы видим, здесь ложится шестерка монет, у нас же шестерка пентаклей. В первую очередь, очень часто многие пишут, спрашивают, вот скажите, какая-то проблема с финансами, там, может у меня финансовый канал блокирован, или я что-то не делаю не так. Так вот, вам здесь как призыв на сентябрь месяц, задумайтесь об этом. Не зря эту карту называют, знаете, как прообразом аркана справедливость, то, что на чаше весов, по принципу, что даешь, то и получаешь. Потому что здесь задумайтесь о вопросах благотворительности. Чем больше будете отдавать, тем больше будете получать. И вот если мы посмотрим на финансовый план, как мы здесь видим десятка мечей, если кто-то из ваших близких здесь будет нуждаться в финансовой помощи, не отказывайте. Даже если вы в каких-то напряженных взаимоотношениях на текущий момент, потому что это как вопрос прохождения кармического урока, это во-первых. А во-вторых, здесь чем больше, ну не то, что там я говорю отдать последнее, но чем больше вы будете помогать, проявляться, тем больше Вселенная вам будет давать возможности для заработка. Не просто раз там и деньги упали с неба, хотя да, могут быть такие прецеденты, там вы выиграли сумму какую-то в лотерею или вам просто подарили какую-то сумму. Но вот здесь это в первую очередь не отказывай, помоги. То есть я не вижу, чтобы вы здесь просили деньги или помощи. Вот видите, по двойке жезлов здесь за этой помощью будут обращаться к вам. Поэтому проявите сострадание. Можно назвать так. То есть окажите какую-то помощь и поддержку. Но и в целом, многие говорят, а как же я могу заниматься благотворительностью, если, допустим, самим ресурсов не хватает. Если совсем все плохо с финансовым потоком, старайтесь помогать другим людям. Может отдать какие-то старые вещи, помочь словом, помочь делом. Может быть, побыть аниматором там, для больных деток или оказать какую-то помощь и поддержку там, старикам в приюте. Неважно, что это, знаете, все равно это энергообмен. Чем больше вы вкладываете, тем больше вам возвращается. Поэтому для вас это должно быть актуально как никогда. И посмотрим с вами неожиданность периода, о чем здесь будет идти речь. Ключ
крысы и развилка. Будет ситуация сложного выбора, которая перед вами открывает новые двери. В чем-то здесь будет, говорю, шкурный мотив, шкурный интерес. Но как, смотрите, вот от вашего поведения, от вашего выбора, по сути, в жизни зависит очень многое. Почему? Потому что не зря, говорю, вам идет как кармический урок. Вам вот эта помощь и взаимодействие, у вас здесь ложится карта кольцо, в жизни будут даваться или отношения, или новые союзы, или трудовые договора. То есть вот та помощь, на которую вы рассчитываете, только она для вас будет выражаться не в финансовом аспекте, а в связях, знакомствах, которые вас выведут на новый уровень возможностей заработка, реализации. Поэтому действуйте. У вас действительно здесь очень такой благоприятный период. Но и в целом, смотрите, ключ крысы и развилка — это еще думать, поступить по совести или нет. Так вот вам карта, давайте даже дотяну, посмотрите. Коса — это не колебаться, это принимать решения быстро, резко, молниеносно. Башня и рыбы — это, знаете, как поступать официально. И рыба — это карта денег. То есть если вас попросят помочь финансово, о чем здесь у нас говорят арканы, поступите так. Вот такой период, вот такой у вас здесь месяц, очень насыщенный, потому что обратите внимание, какое количество старших арканов. Конечно же, я вам все какие маломальские там негативные аспекты, я вам перекрою позитивными, чтобы месяц для вас был крайне таким благоприятным, плодородным, комфортным. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, как для вас отыгралась эта информация. Если вы по какой-то причине пропустили свои расклады на предыдущие месяца, бывает такое, знаете, там где-то не увидели оповещение, то вы их сможете найти в первом закрепленном комментарии. Я благодарю каждого из вас за то, что вы поддерживаете канал, за ваши донаты, лайки, за ваши подписки. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте это. Тогда вы будете в курсе всех видео, которые позволят поменять вашу жизнь в лучшую сторону.